Всем привет! А давайте-ка мы с вами сегодня приготовим наивкуснейшее мясо, которое просто тает во рту. Рецепт, очень простой. Можно с гарниром, можно без него подавать, как самостоятельное блюдо. Но получается пальчики оближешь. В первую очередь нам понадобится, конечно же, мясо. Для этого рецепта лучше использовать мясо не постное. Я сегодня взяла шею, это у меня свинина. Здесь у меня кусочек весом где-то кило 300. Нарезать мясо будем с вами достаточно крупно. Знаете, примерно как на шашлык. Мясо маринуем. Маринад тоже очень простой, ничего сложного нет. Если располагаете временем, то оставьте мясо мариноваться хотя бы на часок. Если времени нет, тогда ставьте его хотя бы на полчасика. Добавляю сюда соль. Все продукты, их количество я укажу в описании под видео, поэтому обязательно туда загляните. Здесь у меня специи для мяса, приправы для мяса. Отправляем. Можете добавлять специи те, которые вы любите. Вот так. И сюда же отправляем горчицу зернистую, столовую ложку, даже с горочкой. Теперь все это хорошенечко, тщательно перемешиваем, натирая каждый кусочек. Чтобы блюдо у нас получилось еще вкуснее, берем лук. Лука достаточно много. Репчатый лук у меня такой крупный. Порежем полукольцами. Режем тоже все достаточно крупно. Лук отправляем в глубокую миску и замаринуем его. Добавляем соль, обязательно сахар, уксус яблочный 6%, и немного воды. Все это отправляем в миску, хорошенечко перемешиваем. Вода холодная, не горячая. Хорошо перемешиваем и даем луку постоять минут 15. И вот, пожалуй, еще маленький штрих. Хочу я все-таки в лук добавить перец свежемолотый. Немножко. Лук и мясо у меня промариновались. Я с лука слила маринад. Далее лук отправляем в пакет для запекания, или в рукав, в зависимости от того, что у вас есть. Вот так. Отправляем. И распределяем равномерным слоем. Далее сверху на лук выкладываем куски мяса. Кстати, когда я мариновала мясо, всегда, когда мариную мясо, я в маринад добавляю пару столовых ложек растительного масла. Это позволяет специям лучше раскрыться. Вот так тоже равномерным слоем выкладываем мясо. Пакет для запекания завязываем. Переложила я его на противень. Обязательно делаем несколько проколов, чтобы пакет для запекания у нас не бабахнул. А то бывали случаи. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаться все это на 1 час. Мясо у меня запекалось 1 час. Спустя час вынимаем противень из духовки, разрезаем пакет для запекания. И отправляем снова в духовку при той же температуре еще на 10 минут, чтобы мясо немножко подрумянилось. Можно, кстати, включить конвекцию. Мясо я достала из духовки. Вот аромат просто изумительный, вы не представляете. Давайте посмотрим, что получилось. Такое аппетитное, сочное мясо. Я его буду подавать на блюде. А потом полью сверху образовавшимся соком. Вот так, с лучком. Можно с гарниром, можно без гарнира. Но и без гарнира, поверьте мне, это безумно вкусно. Я сегодня не буду пробовать, потому что я сейчас пойду и буду вот это вот кушать. Я думаю, что и так понятно, что вот это вот просто превосходно. Посмотрите, какая красота. Безумно вкусное мясо, и не только мясо. Сам бульон, знаете, можно просто даже хлебушком макать в сок. И это уже будет умопомрачительно вкусно. Обязательно приготовьте по этому рецепту, тем более, что готовится все легко, просто, и достаточно быстро. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения и пока.